Красавицы мои, готовы к порции элитных сплетен? Посмотрите на этого наглеца Чарльз Брэндон, главный конкурент короля по части женщин, но гораздо гуманнее. Как из простого парня стать герцогом и украсть сестру короля? Маркиз Пюре уже наострил уши. Начинаем. Давным-давно, когда туманы Англии хранили больше тайн, чем старые пергаменты в библиотеках, а звон мечей был привычнее пения птиц, началась эта история. Жил тогда в Англии рыцарь по имени Уильям Брэндон. Имя его не гремело на все королевство, но те, кто знал его, говорили, что человек это отважный до безрассудства и дерзкий настолько, насколько позволяет рыцарская честь. Был ли он сказочно богат? О нет, но и бедным он не был. Он был тем, кого называли достойным джентри. Как и полагается доброму рыцарю, была у него супруга, леди Элизабет. Она была женщиной благородной и принесла мужу в приданное скромные, но верные земли. Но самым главным их сокровищем был наследник, маленький мальчик, которого назвали Чарльзом. Казалось бы, вот она обычная судьба английского рыцаря. Дом, жена, ребенок, служба, охота, церковь и старинные семейные споры из-за земель, овец и того, кто кому что должен еще со времен прадеда. Но Англия тогда была не той страной, где людям позволяли жить спокойно. В те годы бушевала великая буря, война рос. Трон Англии шатался, как верхушка сосны. На нем сидел король Ричард III из дома Йорков, человек суровый и решительный. Но за морем в изгнании ждал своего часа другой претендент – принц Генрих Тюдор. Наш славный рыцарь Уильям Брэндон не стал искать тихой гавани. Его сердце жаждало правды и подвигов, и он встал под знамена Генриха Тюдора. Он верил, что именно этот принц принесет мир истерзанной стране. Когда корабли Генриха причалили к английским берегам, Уильям был в первых рядах. В августе 1485 года две армии сошлись на поле при Босфорте. Воздух дрожал от криков и лязга стали. Генрих Тюдор доверил Уильяму Брэндону самое святое – королевский штандарт с изображением алого дракона. Представьте себе это зрелище. Посреди кровавого хаоса, где каждый сам за себя, над головами воинов гордо реет знамя. Пока оно высоко, армия верит в победу. Уильям держал древко так крепко, словно в нем была заключена вся его жизнь. И тут случилось невероятное. Король Ричард III, видя, что удача отворачивается от него, предпринял последнюю безумную атаку. Он пришпорил коня и бросился прямо на Генриха Тюдора, желая сразить врага одним ударом. Но на его пути встал Уильям Брэндон. Король Ричард был великим воином. Одним мощным ударом он обрушился на Уильяма. Рыцарь упал, сраженный рукой короля, но даже в смертной агонии его пальцы не разжались. Битва закончилась. Ричард III погиб, и корона Англии, слетевшая с его шлема, была найдена в кустах боярышника. Ее возложили на голову Генриха Тюдора прямо там, на поле боя. Когда пыль улеглась и крики затихли, верные люди нового короля пошли по полю. Среди павших они увидели рыцаря Уильяма. Он лежал неподвижно, но его руки все так же сжимали древко знамени, которое даже не коснулось грязи. Он выполнил свой долг до последнего вздоха. А в этот момент в далеком поместье маленький Чарльз еще не знал, что стал сиротой. Казалось бы, на этом история семьи Брэндонов должна была закончиться. Герой погиб, поместье могли опустеть, а имя забыться в вихре новой истории. Но в те времена существовал древний закон – закон чести и вассальной верности. Если рыцарь отдавал жизнь за своего короля, король брал на себя заботу о его осиротевших детях. Это был не просто обычай, это была священная обязанность, скрепленная кровью на поле брани.
И именно так наш маленький Чарльз Брэндон, сын павшего героя, попал ко двору под опеку короля. Чтобы вы понимали, оказаться под королевской опекой в те годы – это все равно, что сорвать самый крупный джекпот в истории Тюдоров. Это не была просто благотворительность. Это означало, что имя мальчика было вписано в книги личных расходов короля. Его будущее теперь ковалось не в сельской кузнице Саффолка, а в лучших залах Вестминстера. Его окружение состояло из принцев, герцогов и будущих вершителей судеб. Для сына павшего рыцаря открылись двери, в которые другие дворяне стучались десятилетиями. Это было невероятно почетно, ведь в мире, где все решали связи и близость к солнцу, королю, Чарльз Брэндон оказался в самом центре Солнечной системы. Время шло. У короля Генриха VII, помимо забот государственных, родились и свои собственные дети. Как водится в королевских семьях, на любой вкус, цвет и, прости господи, случай. Был старший сын Артур. Серьезный мальчик. Даже слишком серьезно, если честно. Болезненный, бледный, правильный, до зубовного скрежета. Он с утра до вечера занимался тем, чем и положено наследнику престола. Учил латынь, постигал государственные премудрости и готовился стать великим королем. В общем, скучный был мальчик, друзья мои, но очень ответственный. Такие обычно долго не живут, но об этом тогда никто не думал. Были еще дочери Маргарита и Мария. А был еще один, запасной мальчик, как говорят в народе, рыжеволосый, шумный, вечно с разбитой коленкой и нахальной улыбкой. Тот, на кого серьезной ставки никто не делал. Ну, подумаешь, второй сын. Ну, рыжий, ну, бегает по коридорам. Мало ли таких. Никто же не знал тогда, что именно этому рыжему хулигану суждено войти в историю как человеку с 6 женами и одним очень тяжелым характером. Тогда это был просто Генрих. 8, как выяснится позже. И вот однажды судьба, которая вообще-то больше любит исторические повороты, но иногда начинает с сущих мелочей, столкнула этих двоих – Чарльза Брэндона и Рыжего принца. Где именно? Да где угодно. На тренировочном дворе, среди оруженосцев, пажей, у турнирных барьеров. Чарльз Брэндон к тому времени уже подрос. Высокий, ловкий, красивый, сильный, с той уверенной естественностью, которая не требует громких слов. А юный принц Генрих был еще подростком, вторым сыном, запасным Тюдором. Они могли сойтись на пустяке, на шутке, на споре, на коне, на турнире, на том великом основании, на котором держится половина мужской дружбы во все века. Один сказал дерзость, второй не отступил, оба оценили друг друга, а потом почему-то уже не расстались. Может быть, принцу понравилось, что этот Брэндон не лебезит, не дрожит и не падает в обморок от счастья при виде королевского отпрыска. Может быть, Чарльз сразу понял, что перед ним не просто младший принц, а человек, возле которого всегда будет шумно, ярко, опасно и очень интересно. Так или иначе, друзья мои, тогда и началась дружба длиною в жизнь. Дружба двух юношей, которые еще не знали, кем станут. Один – королем Англии, другой – его верным спутником, любимцем, соратником, человеком, которому будет дозволено больше, чем многим знатнейшим лордам королевства. Итак, давайте на мгновение остановим наш рассказ и зафиксируем эту картину. Перед нами Чарльз Брэндон. Он молод, он тень принца Генриха, его правая рука и самый близкий союзник. Но жизнь во дворце – это не только звон мечей на тренировках и азарт охоты. В те времена двор Тюдоров был местом, где за каждым гобеленом скрывался шепот, а каждый танец мог стать началом новой судьбы. Наш Чарльз был не просто перспективным рыцарем, он был настоящей звездой придворных балов. И вот однажды среди блеска, шелка и аромата заморских благовоний его взгляд остановился на ней. Жил-был в то время в Англии человек по имени сэр Энтони Браун. И, друзья мои, это был не просто очередной рыцарь, это был человек, который, как сейчас бы сказали, крепко стоял на ногах. Кем он был? Ну, во-первых, он был губернатором Кале. Чтобы вы понимали масштаб, Кале был единственным английским форпостом во Франции. Это был главный порт, главная таможня.
и главная крепость. Быть там губернатором значит держать в руках ключи от всей европейской политики. Во-вторых, он был королевским знаменосцем, то есть в бою он скакал по правую руку от короля, неся его личный штандарт. Ответственность колоссальная, доверие монарха безграничное. И была у Энтони Брауна супруга по имени Элеонора. Женщина тихая, благочестивая, которая занималась тем, чем и положено заниматься хорошей жене. Молилась, вышивала и родила мужу дочь. Девочку назвали Энн, то есть Анна. И была эта девочка, вы понимаете, друзья мои, любимицей отца. Глаза у нее были большие, серьезные, а характер тихий и покладистый. Такие девушки обычно не шумят, не скандалят, а тихо сидят в уголочке и ждут, когда за них решат судьбу мудрые родители. Что, в общем-то, совершенно правильно по тем временам. И были у отца на эту девочку огромные планы. Потому что такие девушки, как Энн, тихие, воспитанные, с хорошим приданным и безупречной родословной, это же чистое золото на брачном рынке. За ними очередь выстраивается из женихов, и не каких-нибудь, а самых, что ни на есть, достойных. Но тут случилось то, что случается всегда. Жизнь вмешалась в планы. Первая супруга Энтони, тихая Элеонора, покинула этот бренный мир. Царствие ей небесное. Женщина она была хорошая, спору нет. И наш Энтони Браун, как человек практичный и не привыкший долго горевать, поступил так, как поступил бы любой уважающий себя вельможа на его месте. Он женился во второй раз. И вот тут, друзья мои, внимание! Женился он ни на ком попало, ни на какой-нибудь безродной красавице с сомнительным прошлым. Женился он на самой Люси Невилл. Кто такие Невиллы, вы, конечно, знаете и без меня. Но на всякий случай напомню, Невиллы – это не просто фамилия. Это почти отдельное погодное явление в английской истории. Там, где появляются Невиллы, очень быстро возникают гербы, амбиции, земли, брачные расчеты, политический вес и ощущение, что в комнате стало как-то особенно тесно от чужого влияния. В общем, друзья мои, Невиллы – это сила. И наш Энтони Браун, разумеется, знал, на ком женится. Люси Невилл была женщиной умной, властной, с характером покруче, чем у иного рыцаря на турнире. Она принесла в дом Браунов не только свои аристократические замашки, но и, что гораздо важнее, деньги, земли и связи. Много денег, много земель и очень много связей. В общем, мачеха для маленькой Энн досталась та еще. Но надо отдать должное Люси, женщина она была не злая и к падчерице относилась по-человечески. Более того, имея теперь такую мачеху, маленькая Энн автоматически поднималась в глазах общества, ведь Люси Невилл принесла в дом Энтони Брауна не только сундуки с приданным, но и ту самую голубую кровь высшей пробы. Семья стала практически неприкосновенной. Люси, конечно, родила Энтони новых детей, но наша Анна оставалась старшей дочерью в этом невероятном союзе. Представьте себе теперь юную Анну Браун. Она живет в доме, где ее мачеха из рода Невиллов, а отец – правая рука короля в Кале. Она воспитана среди роскоши, и ее манеры безупречны, а список потенциальных женихов, которые ее отец держал в кабинете, состоял исключительно из самых титулованных особ Англии. Вот такая расстановка сил была в тот момент. С одной стороны, влиятельная, богатая и невероятно гордая семья Браунов-Невиллов, с другой, где-то в королевских залах, уже вовсю разминает плечи наш Чарльз Брэндон. И вот ее-то, нашу Энн Браун, и видит однажды наш герой. А видит он вот что. Красивую, молодую и, что греха таить, очень перспективную невесту. Потому что Чарльз, друзья мои, был человеком не только горячего сердца, но и холодного расчета. Он понимал, эта девушка не просто девушка, это золотая девушка, буквально. Чарльз смотрел на нее и видел свое светлое будущее.
И самое главное здесь вот в чем. Энн отвечает взаимностью. Она смотрит на этого статного молодого человека, и сердце ее начинает биться чаще. Он остроумный, он дерзкий, он свой в доску у самого короля. Но, друзья мои, если вы думаете, что взаимность невесты – это главное, то вы глубоко заблуждаетесь. В те времена, знаете ли, было такое понятие – отцовское благословение. Без него никуда. И вот тут начинается самое интересное. Папа, сэр Энтони Браун, смотрит на Чарльза и думает, а почему бы, собственно, и нет? Вы спросите, почему папа нашей героини вдруг обратил внимание на, по сути, рыцаря без земель? Давайте честно, кем был на тот момент наш Чарльз Брэндон? Ну, скажем так, молодым человеком с блестящими перспективами и очень скромным текущим положением. Денег особых нет. Земель кот наплакал. Один гонор, да дружба с принцем. Но тут, друзья мои, включается тот самый фактор, о котором мы говорили. К тому времени наследник Артур, тот самый правильный и болезненный мальчик, уже отправился в лучший мир, царствие ему небесное. И официальным наследником престола становится, конечно же, Генрих. А кто у нас Генрих? А Генрих у нас лучший друг Чарльза Брэндона. Вы понимаете, что это значит, правда? В общем, сэр Энтони был человеком не глупым, очень даже не глупым. Он смотрел на Чарльза и видел не просто рыцаря, он видел человека, которому юный Генрих доверяет как самому себе. И плюс давайте не забывать, Чарльз – сын героя, того самого Уильяма Брэндона, который держал знамя и не выпустил его даже мертвым. Это, знаете ли, тоже кое-что значит при дворе. Это репутация, это имя, это память короля. В общем, друзья мои, все совпало. Звезды сошлись, планеты выстроились в ряд. Он увидел ее, она увидела его. Папа сказал, а почему бы и нет? И вот наш Чарльз начинает бывать в гостях у Браунов, скажем так, пугающе часто. Его принимают с распростертыми объятиями. Он здесь свой, он желанный гость, он будущий зять. Чем заканчиваются такие походы? Конечно же, тем самым преконтрактом, о котором мы с вами уже столько слышали. В один из вечеров в присутствии свидетелей молодые произнесли заветные слова. Это не была просто помолвка с колечком и обещанием подумать. В Англии того времени это была железобетонная юридическая ловушка. По сути, свадьба без венчания. С этого момента ни он от нее, ни она от него никуда не денется. Перед Богом и законом они стали мужем и женой. Теперь все официально. Подготовка к большой пышной свадьбе должна была занять время, но статус «занят» уже был высечен в камне. Молодые люди оказались связаны невидимой, но прочной цепью. И пока двор шушукался о новой блестящей паре, за закрытыми дверями начиналась совсем другая глава их жизни. Друзья мои, а теперь держитесь крепче за свои кружевные воротнички, потому что сейчас мы переходим к части, которая заставляет современников удивленно поднимать брови. Итак, представьте себе 16 век. Молитвы, свечи, жесткие корсеты, суровые нравы, церковь на каждом углу и страх Божий в каждой душе. Так? Так. Но нет, друзья мои, не все так плохо. Вернее, не все так, как мы себе представляем. Потому что были в этом суровом веке свои маленькие и не очень секреты. После официальной помолвки Чарльз Брэндон начинает не просто ходить в гости к Браунам, он начинает жить со своей невестой как муж и жена. До росписи, заметьте, до венчания, до всего. И нет, друзья мои, Анна не собирала свои многочисленные чемоданы, чтобы ютиться в тесной каморке королевского дворца, где Чарльз делил быт с другими рыцарями. Все было гораздо приличнее и одновременно гораздо интереснее. Чарльз, как человек практичный и, скажем прямо, не обделенный наглостью, просто пришел в богатый дом Браунов и остался там жить. Жить вместе с Энн в одной постели.
И это, друзья мои, было совершенно нормально по меркам того времени. Если вы думаете, что это была тайна, что они прятались по углам, как нашкодившие подростки, нет. Сэр Энтони Браун все знал. Мачеха Люси Невилл все знала. Слуги, разумеется, тоже все знали и все молчали, потому что это был не разврат, не блуд, не грехопадение. Это был практически брак. И вот тут внимание, такая совместная спальня – это уже окончательно и бесповоротно привязывала их друг к другу. То есть все зацементировано. Никуда друг от друга вы не денетесь, потому что, во-первых, есть слово, данное перед свидетелями, и, во-вторых, есть физическая близость, которая это слово подтверждает. И, в-третьих, есть отец семейств, который все это одобрил и теперь ждет только одного – законного внука. Они жили как муж и жена, наслаждаясь статусом самой красивой пары двора. Все было официально, открыто и очень смело. Они были уверены, что впереди их ждет только пышная свадьба и светлое будущее под крылом короля Генриха. Но именно здесь, в тишине этой общей спальни, и начала зреть драма. Ведь когда ты почти женат и перед тобой открыты все двери богатого дома, иногда начинает казаться, что ты можешь получить еще больше. В общем, все это длилось вплоть до 1506 года. А в 1506 году, друзья мои, случилось то, что случается всегда, когда все слишком хорошо. Жизнь мешалась и все испортила. Именно в 1506 году умирает глава семейства Энтони Браун. Умирает в Кале на службе, как и положено настоящему мужчине. Но нам, живым, от этого не легче. Для Анны это не просто траур, это катастрофа. Она остается, по сути, одна. Да, есть мачеха, есть связи, но того самого льва, который мог защитить ее интересы и мог призвать Чарльза к ответу, больше нет. И именно в этот момент, когда сердце девушки разбито потерей отца, выясняется то, что должно было стать радостью, но превратилось в испытание. Анна беременна. А теперь давайте зафиксируем статус. Благодаря их преконтракту ребенок абсолютно законен. Он наследник, он Брэндон, он продолжение рода. Но, друзья мои, мы же понимаем, 16 век – это время, где репутация весит больше, чем золотой слиток. Свадьба, на которой невеста не может зашнуровать корсет, потому что живот просматривается, это тот самый английский стыд, который не смыть никакими духами. Семья Браунов в панике. Торопится Анна, торопится мачеха Люси. Нужно успеть, нужно обвенчаться официально, пока сплетни не превратились в громкий хохот за спиной. И вот тут происходит нечто по-настоящему мерзкое. Поставьте себя на место Анны. У вас только что умер отец. Вы носите под сердцем ребенка от человека, которому доверили жизнь. Вы видите, как дни улетают, а ваше положение становится все более очевидным. А что же наш герой? Чарльз Брэндон вдруг становится мастером отговорок. «Охота затянулась», — говорит он, возвращаясь поздно ночью. «Дела при дворе Генриха требуют моего присутствия», — пишет он в коротких записках. «Куда нам спешить? Мы же и так связаны контрактом», – философски замечает он, глядя на ее растущий живот. Он не уходит. Он все еще рядом. Он все еще спит в той же постели. Но его душа уже где-то не здесь. Он тянет время. Он смотрит, как Анна увядает от тревоги и ничего не делает. Это не просто медлительность, это ледяная, расчетливая пауза. Представьте эту тишину в богатом доме Браунов. Звон посуды за ужином, тяжелые взгляды мачехи и Анна, которая ловит каждый шорох у двери, надеясь, что сегодня он скажет: «Завтра мы идем в церковь». Но Чарльз молчит. И пока Анна гадает, что же случилось с ее прекрасным рыцарем, за кулисами уже готовится удар, который невозможно будет отразить.
Друзья мои, а теперь внимание. Сейчас мы сделаем небольшой, но очень важный шаг назад во времени, потому что без этого шага вы никогда не поймете, откуда взялась та самая женщина, из-за которой все полетит в тартарары. Итак, уверена, каждый из вас хоть краем уха слышал это имя. Ричард Невилл, граф Уорик. Тот самый, кого современники, а потом и историки прозвали делателем королей. Так вот, у этого самого Ричарда Невилла, графа Уорика, делателя королей, был младший брат. Звали его Джон Невилл. А у этого Джона Невилла, маркиза Монтегю, были дети, много детей, целый выводок, как водится в приличных аристократических семьях. И одна из этих детей – наша с вами старая знакомая Люси Невилл. Да-да, та самая мачеха Энн Браун. Но, друзья мои, помимо Люси, у Джона Невилла были и другие дочери, и одна из них – Маргарет Невилл. Теперь, чтобы вы до конца прониклись и поняли уровень этой женщины, давайте разложим по полочкам, кто она такая. Маргарет Невилл – это дочь Джона Невилла, маркиза Монтегю, племянница того самого Ричарда Невилла, делателя королей, родная сестра нашей Люси Невилл, мачехи Энн Браун. То есть, друзья мои, это не просто какая-то тетушка из провинции, это чистейшая голубая кровь, это Невиллы, черт возьми. А Невиллы, как вы уже знаете, это сила, это связи, это влияние, которое передается по наследству вместе с фамильным серебром. И вот что было с нашей Маргарет дальше. В первый раз она вышла замуж очень достойно, за сэра Джона Мортимера. Мортимеры тоже фамилия еще та, старинный род, не чита каким-нибудь выскочкам. Жили они, надо полагать, душа в душу. Мортимер был человеком серьезным, занимался делами, воевал, может быть, даже любил жену. Но, как водится, в те времена мужчины жили недолго. И вот в 1504 году наш сэр Джон Мортимер отправился в лучший мир, а Маргарет Невилл стала вдовой. И не просто вдовой, а богатой вдовой, свободной и очень перспективной. Ей на тот момент было около 38 лет. По меркам 16 века почти старуха, да. Но по меркам человеческой жизни женщина в самом соку, с опытом, с деньгами и с полным отсутствием мужского контроля. И вот зафиксируйте дату. 1504 год. Маргарет овдовела. А теперь вспомните, что в это же время происходит в семье Браунов. В 1506 году умирает сэр Энтони Браун, глава семейства, отец нашей Энн. И Люси Невилл, его вдова, остается одна. Ей тоже нужна поддержка. Ей нужно с кем-то поговорить, поплакать, обсудить дела. И вот тогда-то наша Маргарет Невилл приезжает в гости к своей сестре Люси, чисто по-родственному, поддержать, помочь, но и заодно, может быть, отвлечься от собственного вдовства. Сестры Невилл, Люси и Маргарет сидят вдвоем, пьют вино, вспоминают молодость, обсуждают покойных мужей. И в этом же доме, обратите внимание, живут Энн Браун, дочь покойного, и ее практически муж, жених Чарльз Брэндон. А Чарльзу на тот момент примерно 22 года. Он молодой, красивый, статный, с улыбкой до ушей и с репутацией лучшего друга принца Генриха. И вот в доме появляется тетушка Маргарет. Казалось бы, ну что здесь такого? Ну тетка приехала, ну 40 лет, ну вдова. Сиди себе, вяжи носки, вспоминай покойного мужа. Какая она конкурентка для юной цветущей Энн. А вот для нашего Чарльза Брэндона очень даже конкурентка. И даже не конкурентка, а как бы это помягче сказать, объект пристального внимания. Да, друзья мои, как бы гадко это ни звучало, но Чарльз начал присматриваться к тетушке. У него есть молодая невеста, с которой он спит в одной постели. Девушка, в дом которой его пустили как нормального человека. А он смотрит на тетку, которая годится ему в матери. А что же Маргарет?
Маргарет – женщина умная, опытная, видавшая виды. Она только что потеряла мужа. Она богата, она свободна, она из рода Невиллов. А значит, у нее за спиной такие связи, что Чарльзу и не снились. И тут на нее смотрит молодой, красивый парень. Смотрит не как на тетку, а как на... вы поняли. И она смотрит на него. В общем, друзья мои, опять звезды совпали. Планеты снова выстроились в ряд, а дьявол в аду потирает руки. Маргарет захотела снова почувствовать себя желанной, а Чарльз захотел почувствовать себя богатым. И был в этой истории, друзья мои, только один небольшой, почти незаметный, совершенно несущественный лишний элемент – законная невеста. Та самая Энн Браун, которая к тому времени уже ждала ребенка от Чарльза. Вот уж действительно неловкая деталь. Ситуация накалилась до предела. В доме Браунов пахло не только воском свечей, но и грандиозным скандалом. Родная сестра мачехи против падчерицы. Молодой Альфонс-рыцарь против всех законов чести. А потом случилось то, чего никто не ожидал. Хотя, если честно, по-хорошему никто не ожидал. А по-плохому, может, кто-то и догадывался, но боялся признаться даже себе. Потому что, когда в доме появляется богатая тетушка, молодой жених начинает бегать глазами, а невеста сидит в углу и гладит живот, это вам не комедия положений, это трагедия в 3 актах с приданным в главной роли. Мы не знаем, как происходило предложение руки и сердца. Мы не знаем, какие слова говорил наш 22-летний герой-любовник 40-летней тетке. Мы не знаем, стоял ли он на колене, дарил ли цветы, клялся ли в вечной любви. Может, все было прозаичнее. Сели, подсчитали ее доходы, его перспективы и решили, а почему бы и нет. Любовь любовью, а рента рентой. Но одно мы знаем точно, и это записано в документах, которые никуда не денешь. 7 февраля 1507 года Чарльз Брэндон женился. И женился он, внимание, барабанная дробь, не на Энн Браун. Не на той, с кем спал в одной постели, не на той, кто носит под сердцем его ребенка, не на той, чей отец пустил его в дом как родного, не на той, кто ждет свадьбы со дня на день. Он женился на Маргарет Невилл, на тетушке, на той самой, которая приехала поддержать сестру. Как вам такой поворот, друзья мои? Наплевав на законы чести, наплевав на законы морали. Ей 40 лет, ему 22 года. Она старше его мачехи на пару лет. Она помнит войну алой и белой розы. А для Чарльза война роз – это мифы древности, которыми его кормили с детства. Для Чарльза этот брак как покупка антикварного шкафа, набитого золотыми слитками. Шкаф, конечно, скрипит. Помнит еще дедушку нынешнего короля. И занимает полкомнаты. Но зато какой массив, какая резьба, какое приданное! А в это время где-то там, в холодном полумраке замка Бетчворт, сидит Энн Браун. Она молода, она настоящая, она будущее. В ее чреве толкается новая жизнь, которая понятия не имеет о старых войнах. И в этом высшая ирония. Чарльз Брэндон предпочел музейный экспонат, который помнит, как умирал его отец, новой жизни, которая носит его ребенка. Он выбрал женщину, которая видела закат старого мира, вместо девушки, которая обещала ему рассвет нового. Под звуки свадебных гимнов Чарльз Брэндон официально стал самым дорогим сувениром в коллекции Маргарет Невилл. А что же было дальше? А дальше было вот что. Пока наш Чарльз Брэндон засыпал и просыпался в постели музейного антиквариата, 40 лет в 16 веке, это вам не шутка, это почти национальное достояние. Его юная официальная невеста, все еще официальная и связанная с ним брачным контрактом, родила дочь. Назвали ее Энн, в честь матери, как вы понимаете. Энн Брэндон. Так и записали в ее истории. И вот тут, друзья мои, случился скандал. Такой скандал,
что стены затряслись. Потому что девочка эта оказалась в подвешенном состоянии, юридически я имею в виду. С одной стороны, она родилась после законного брачного контракта преконтракт, заключенного между Чарльзом и ее матерью, а по законам того времени ребенок, рожденный после такого контракта, считался абсолютно законным. Все пучком, наследуйте, радуйтесь. Но есть одна маленькая деталь. В момент ее рождения ее папенька, вместо того, чтобы стоять у колыбели и умиляться, официально женился на другой женщине, на тете, если вы помните, на Маргарет Невилл. И теперь вопрос. Кто она вообще такая, эта девочка? Законная дочь, незаконная, прижитая в непонятных обстоятельствах, имущество, нажитое в смутное время. Ребенок-то ни в чем не виноват, друзья мои, совершенно ни в чем. Она просто родилась. Но история у нее с самого первого дня получилась, пальчики оближешь. Молодая мать Энн Браун тоже ни в чем не виновата. Виновата лишь в том, что поверила в обещание, поверила в брачный контракт, поверила, что если мужчина спит с тобой в одной постели, если он называет тебя женой, если он обещал перед свидетелями, значит, все будет хорошо. Наивная. Шекспир потом про таких пьесы писать будет. Друзья мои, забудьте про Санта-Барбару и турецкие сериалы. То, что творилось при дворе Генриха VII в 1507 году, не смог бы выдумать ни один сценарист, даже если бы он объелся галлюциногенных грибов в Шервудском лесу. Представьте себе обычное утро при дворе. Фрейлины не вышивают, рыцари не чистят доспехи. Все сбились в кучки и шушукаются так громко, что гобелены шевелятся. Вы слышали? Брэндон. Тот золотой мальчик. Тот, который клялся Анне Браун в вечной любви. И что он? Он женился. На Анне? Наконец-то. А то у нее живот уже в двери не проходит. Нет, он женился на ее тетке. На Маргарет, которой 40 лет, и которая помнит еще, как динозавры, как йорки по стране бегали. Скандал был просто, не шуточный. Это был настоящий репутационный Армагеддон. Понимаете, в 16 веке были свои правила приличия. Можно было иметь фавориток, можно было воевать, можно было даже казнить врагов. Но вот так вытирать ноги о законную невесту из влиятельного клана – это был зашквар эпических масштабов. Все смотрели на Чарльза с такой брезгливостью, будто он пришел на бал в грязных сапогах и съел весь паштет в одиночку. Но был один человек, чьи глаза горели не от возмущения, а от искреннего щенячьего восторга. Это был юный принц Генрих. Ему 16. У него гормоны играют, а амбиции требуют пространства. Он смотрел на своего кумира и буквально конспектировал. Так, записываем. Пункт 1. Если жена надоела, можно просто сказать, что этот брак был ошибкой. А в центре всего этого ада маленькая Анна Брэндон. Единственный человек, который вообще не понимал, почему это ее папа спит с бабушкой, а мама плачет. Но пока весь двор захлебывался от сплетен, наш Чарльз Брэндон чувствовал себя просто великолепно. И ему было совершенно не до косых взглядов. Когда у тебя в руках оказывается безлимитная кредитка из чистого золота, на чужое мнение времени не остается. Маргарет Невилл в свои 40 лет прекрасно понимала правила игры. За честь каждое утро видеть на соседней подушке лицо самого красивого атлета Англии нужно было платить. И платила она, друзья мои, по самому высокому тарифу. Чарльз же вошел в роль мужа с таким рвением, будто все это богатство он заработал непосильным трудом на галерах. Он распоряжался ее деньгами так, словно каждый золотой был добыт им лично в кровавом бою, а не просто перекочевал из сундуков влюбленной вдовы. Шиковать Чарльз начал так, будто жил последний день перед концом света. Его девизом стало «дорого, богато и еще чуть-чуть золота сверху».
гардероб. Его наряды были настолько ослепительны, что бедные павлины в королевских садах Ричмонда впадали в глубокую депрессию и падали в обморок прямо в кусты, едва Чарльз проходил мимо. Бархат, меха, вышивка жемчугом. Он сиял ярче, чем солнце. Каждый его выход в свет напоминал триумфальное шествие императора. Брэндон создавал вокруг себя ореол человека, у которого деньги просто некуда девать. Карточные долги. Это была его особая гордость. Он закрывал старые долги с таким видом, будто делал одолжение кредиторам, и тут же открывал новые, соря монетами направо и налево. Чтобы поддерживать статус лучшего друга будущего короля, нужны были подарки. И Чарльз не скупился. Он дарил юному принцу Генриху такие вещи, что завидовал даже Генрих VII. И знаете, смотря на все это великолепие, так и подмывает прорваться сквозь века, подойти к этой почтенной Маргарет Невилл, легонько потрепать ее по накрахмаленному чепцу и сказать: «Дорогая, но вы же взрослая женщина. Куда вы смотрели? Вам муж деньги оставил на спокойную старость и благочестивые молитвы, а не на спонсирование гардероба этого 22-летнего Альфонса. Вы что, всерьез думали, что он влюбился в ваш мудрый взгляд? Хотя, если подумать, так вам и надо, леди Маргарет. Будете знать, как уводить женихов у собственных беременных племянниц». Это же просто идеальная кармическая расплата. Вы украли у Анны Браун мужа, а взамен получили профессиональный пылесос для своих финансов. Чарльз Брэндон просто восстанавливал справедливость. Он забирал у Маргарет то, что она любила больше всего – ее деньги, превращая их в пыль и новые камзолы. Вот так они и жили. Она грелась в лучах его молодости, а он с космической скоростью перекачивал ее поместье в свои удовольствия. Это был самый блестящий, самый дорогой и самый лицемерный союз того времени. Но вы же не думали, что семейство Браун – это тихие овечки, которые сидели в Сурее и вздыхали: «Ой, смотрите, какой Чарльз нарядный ходит! Какие у него кони! Ой, какие у него соколы!» Как бы не так. Люси Невилл, мачеха Энн, развернула такую полномасштабную войну, что в церковных судах Лондона дым стоял коромыслом. Они требовали не просто извинений, они требовали сатисфакции. Козырь в рукаве, тот самый железобетонный преконтракт. Юристы Люси начали доказывать, что брак с Маргарет – это не просто ошибка, это духовное преступление. Ведь спать с теткой своей, пусть и неофициальной жены – это почти инцест в глазах церкви того времени. Воздух вокруг Брэндона начал пахнуть не духами, а казенным домом и позором. И вот, спустя 1,5 года наш Чарльз, оторвавшись от очередного зеркала, вдруг посмотрел на мир трезвым взглядом. И знаете, картина ему не понравилась. Король Генрих VII уже наладан дышит. Скоро трон займет юный Генрих VIII. И вот тут репутационный вопрос. Чтобы быть правой рукой нового короля, нужно сиять, как хрусталь. А тут суды, брошенный ребенок, обвинения в тетушкофильстве. С таким багажом в высшую лигу не пускают. И финансовое дно, конечно, еще. Потому что поместья Маргарет заметно похудели. Самые лакомые куски Чарльз уже загнал, чтобы оплатить соколиную охоту. Доходов стало меньше, а претензий от вдовы, как назло, больше. И тут Чарльза осенило. Он собрал все свои павлиньи камзолы, заработанные честным трудом побрякушки, и картинно схватился за голову. «О боже, что же я натворил!» – воскликнул он, глядя в сторону Суррея. «Там же моя Энн, там же моя доченька, которую он до этого видел примерно никогда. Как я мог променять это сокровище на тетю?» Развод, а точнее аннулирование брака, было быстрым и беспощадным. Чарльз просто заявил, что его брак с Маргарет не считается, потому что он ошибся дверью. Что он вернул вдове?
Ничего. Все долги, которые он наделал, будучи хозяином, он милостиво оставил Маргарет. В каком состоянии осталась тетушка? Ну, представьте себе общипанную индейку после Рождества. Маргарет Невилл осталась посмешищем всей Англии. Она была вдовой-миллионершей, а стала той самой женщиной, которую 22-летний парень использовал как банкомат и бросил, когда закончилась наличность. Ее поместья поредели, ее гордость была растоптана в пыль. Итак, зафиксируем. В 1508 году состоялось возвращение блудного павлина. Наш Чарльз, сверкая новыми дорогими перстнями, возвращается к Анне Браун. Он падает на колени, признает дочь и заявляет, что все это время был под гипнозом, ну или под чем-то в этом роде. Люси Невилл, довольная, что ее план сработал и Брэндон снова в стойле, убирает судебные иски. Справедливость вроде бы восторжествовала, но вкус у нее был специфический. Друзья мои, прежде чем мы снова услышим свадебные колокола и увидим нашего золотого мальчика в очередной фате, ну образно говоря, давайте по-честному и с подобающим почтением попрощаемся с леди Маргарет Невилл. Когда это чудовище в шелках наконец упорхнуло из ее жизни, леди Маргарет обнаружила, что ее сундуки заметно полегчали. Если раньше она была миллионершей по меркам XVI века, то после 1,5 лет жизни с Чарльзом она стала просто состоятельной женщиной. Но если вы думаете, что эта женщина, пережившая эпоху войны роз и одного профессионального альфонса, поставила на себе крест, ну, вы плохо знаете Невиллов. Маргарет снова вышла замуж. Ее избранником стал некий Роберт Даунс. И знаете что? Это был, пожалуй, самый правильный поступок в ее жизни. После вороватого красавца, который распродавал ее поместье ради новых подштанников, тихий и спокойный Роберт был для нее как кружка теплого молока после шторма в Ла-Манше. Она прожила после развода с Брэндоном еще 20 лет и перешагнула порог в 60 лет. Невероятный возраст для того времени. Маргарет спокойно доживала свой век, пока Чарльз крутился в вихре королевских интриг. Но вот тут начинается самое интересное и ироничное. Вы думали, Чарльз просто закрыл дверь и забыл имя Маргарет? Как бы не так. Юридический призрак Маргарет Невилл преследовал нашего павлина до самой ее смерти. Это была настоящая кармическая затрещина. Даже когда Чарльз позже совершит невозможное и женится на той самой принцессе Тюдор, по всей Европе будут шептаться: а разве он не женат на той старушке Невилл? Его дети от принцессы крови были под угрозой. Если бы брак с Маргарет признали законным, то дети от сестры короля стали бы незаконно рожденными. Представляете, как подгорал камзол у Чарльза? В 1528 году Чарльзу пришлось буквально выгрызать у папы римского специальную буллу, которая окончательно и бесповоротно подтверждала: тот брак с теткой был полным недоразумением. Пока Маргарет была жива, Чарльз не мог спать спокойно. Она была его вечным напоминанием о том, что за бесплатный сыр в виде ее поместий приходится платить нервными клетками всю оставшуюся жизнь. Но если вы думаете, что возвращение блудного павлина прошло спокойно, что его встретили с распростертыми объятиями, постелили мягкую постельку и сказали: «Ой, Чарли, ну с кем не бывает, проходи, садись, мы тут как раз тебе пирог с оленины испекли». Нет, никаких потом, никаких давайте с понедельника, и уж точно никаких мне нужно съездить на охоту, чтобы все обдумать. Люси прижала нашего павлина к стенке с такой силой, что у него затрещали накрахмаленные перья. Ультиматум был прост. Либо ты венчаешься с Анной прямо здесь и сейчас, либо твоя блестящая карьера закончится в ближайшей канаве, а суды сожрут тебя живьем. Чарльз согласился абсолютно на все. Но вот тут, друзья мои, возникла та самая проблема, о которой мы в приличном обществе говорим шепотом. По закону и церковному, и человеческому наш Чарльз
все еще был женат на тетушке Маргарет. В 1508 году юридический процесс по аннулированию брака с тетушкой еще варился в недрах церковных судов. А двоеженство в XVI веке – это не повод для шуток, а прямой путь к эшафоту или как минимум к полному изгнанию. И что делать? Правильно, венчаться тайно. В 1508 году, где-то в полумраке, без лишних свидетелей и пафоса, Чарльз и Анна наконец-то обменялись кольцами. Это была свадьба-страховка. Энн Браун наконец-то получила хоть какой-то статус, а Люси Невилл – гарантию, что этот скользкий тип не уплывет в закат к очередной вдове. Но все тайное, как известно, пахнет скандалом. Особенно, когда на горизонте замаячили перемены исторического масштаба. Апрель 1509 года. Старый, скучный и ворчливый Генрих VII окончательно все. На трон запрыгивает 18-летний Генрих VIII. Гора мышц, рыжих волос и жажды приключений. А кто у нас лучший друг нового короля? Правильно, наш Чарльз. И вот тут Чарли понял, чтобы быть главным по вечеринкам при новом монархе, нужно иметь репутацию чище, чем королевское столовое серебро. Быть тайным мужем одной и явным мужем тетушки – это плохой пиар. И план «Хрустальная репутация» пришел в действие. Нужно окончательно задвинуть Маргарет. Благо юристы уже дожевывали это дело. Летом 1509 года Чарльз Брэндон делает ход конем. Он устраивает вторую свадьбу с Анной Браун. На этот раз официально, громко, в церкви Святого Михаила. Тетушка Маргарет? Кто такая Маргарет? Не знаю такой. Вы меня с кем-то путаете. Ребенок? Анна Брэндон абсолютно законная дочь. Посмотрите на этот преконтракт и на наше свежее венчание. Слава тебе, Господи, свершилось. Наш неугомонный Чарли официально женат на своей первой любви. Дочь признана, репутация чудом отмыта, а впереди счастливая жизнь. Ну а дальше, друзья мои, наконец-то наступило то, что можно назвать «жили долго и счастливо», ну хотя бы пару лет. Представьте себе, Англия, начало XVI века. Двор молодого короля Генриха VIII гремит балами и турнирами. Чарльз Брэндон – лучший друг короля, фаворит, красавец, душа компании. Энн Браун – его законная жена, мать его ребенка, женщина, которая прошла через ад и выжила. И вот теперь, наконец-то, семья зажила как нормальная аристократическая ячейка общества той эпохи. Чарльз носился по турнирам, охотится, пьет с королем, получает должности и поместья. Энн блистает при дворе. На нее уже никто не смеет даже пальцем показать. Попробуй только тронь жену королевского любимца. В 1510 году Энн снова беременна. Все ждут наследника. И вот, в июне 1510 года на свет появляется вторая девочка. Назвали ее Мэри, в честь принцессы Марии Тюдор, сестры короля. Может быть. А может, просто имя красивое. Чарльз, надо отдать ему должное, стоит у колыбели с умилительным лицом. Энн улыбается с постели, уставшая, бледная, но счастливая. Казалось бы, хэппи-энд. Но вы же знаете, в XVI веке роды были лотереей. Билетом в один конец для многих женщин. И наша Энн вытянула несчастный билет. Родильная горячка. Сепсис. По-научному – послеродовая инфекция. По-человечески – смерть, которая приходила к каждой третьей роженице, независимо от титулов и богатств. Представьте себе, что пережила эта женщина за какие-то несколько лет. Позади позор, унижение, предательство. И вот, наконец-то, все наладилось. Она леди Брэндон. У нее муж, у нее 2 дочери, у нее температура, жар, бред. Все. В июне 1510 года, подарив мужу вторую дочь, совсем еще молодая Энн умирает от родильной горячки. Вот так, друзья мои. Никакой справедливости, никакой благодарности от судьбы за все страдания. Просто кровать, простыни, запах крови, плач младенца и тишина. А что же Чарльз?
Ну, Чарльз, как человек практичный, скажем прямо, не склонный к долгой скорби, поступил так, как и следовало ожидать. Он заказал для Энн красивый памятник, очень красивый, между прочим, в церкви со всеми почестями, гербами, эпитафиями, чтобы все видели, он скорбит, он убит горем, он потерял любимую жену. И стал, друзья мои, самым завидным женихом Англии. Потому что, подумайте сами, ему 26 лет, он красив, богат, он лучший друг короля, у него титулы и поместья, и он вдовец с 2 маленькими дочерьми, и свободен как ветер. И вот уже все мамаши при дворе, у которых есть дочки на выданье, начинают приглядываться. И все фрейлины начинают строить глазки, и все богатые вдовы опять начинают пододвигаться поближе. Чарльз ходит по дворцу с траурным лицом, вздыхает, закатывает глаза к небу, а сам, конечно, прикидывает, а кто тут у нас самая богатая, а кто тут у нас самая родовитая, а кто тут у нас сестра короля. И вот наш Чарльз решил, если уж снова надевать венчальное кольцо, то оно должно весить, как хороший замок. А фамилия невесты должна открывать двери в те залы, куда даже породистых борзых короля пускают не всегда. Давайте и мы с вами, друзья мои, на минутку превратимся в придворных экспертов и присмотримся, а кто же в те времена считался в Англии самым-самым? Кого можно было назвать настоящей элитой, чей статус не вызывал сомнений даже у самых вредных сплетников? В высшую лигу тогда попадали не по количеству подписчиков, а по 3 железным критериям: древность рода, земли и титулы, близость к трону. В общем, Чарльз Брэндон начал свой кастинг. Он искал не просто жену, он искал золотой билет. А теперь знакомьтесь. Семейство Грей. Если вы думаете, что это просто очередная фамилия в списке приглашенных на королевский бал, то вы глубоко ошибаетесь. В XVI веке фамилия Грей звучала как звон чистого золота, смешанный со скрипом очень старых и очень уважаемых титулов. Отец семейства Джон Грей, 4-й виконт Лайл. Это был человек, который обладал 2 вещами, так необходимыми нашему Чарльзу. Древний титул. Виконты Лайл – это вам не вчерашние выскочки, это старая гвардия. Огромные владения, земли, поместья, замки – все то, что наш Брэндон так успешно осваивал у предыдущих женщин. Но на ком же был женат такой завидный мужчина? Приготовьтесь. Сейчас прозвучит фамилия, от которой у придворных того времени начинали дрожать колени. Женой Джона Грея была Мюриэл Говард. Да-да, вы не ослышались. Говард. Если фамилия Грей – это старые деньги и элитный бренд, то Говарды – это настоящие крестные отцы тюдоровской Англии. Если вы в те времена не знали Говардов, значит вы жили в лесу и молились колесу. Мюриэл была не просто какой-то дальней родственницей Говардов. Она была родной дочерью самого герцога Норфолка. Представьте себе человека, который в Англии был 2-м после бога и короля. Это был главный военный, главный землевладелец, главный интриган. Если королю нужно было выиграть войну или навести порядок, он звал Норфолка. Когда Джон Грей и Мюриэл Говард выходили в свет, это было не просто появление супругов, это был парад тщеславия и мощи. Представьте себе эту пару. Он – виконт Лайл, владелец огромных поместий, представитель древнего рода, символ стабильности и богатства. Она – дочь Норфолка, женщина, за спиной которой стояла самая зубастая и влиятельная стая Англии. Итак, на календаре 1504 год в доме нашей бриллиантовой пары Джона Грея и его супруги из великого рода Говардов праздник. Раздается первый крик новорожденного. Открываются бочки с лучшим элем. Слуги бегают в мыле. На свет появилась девочка. Маленькая, розовая, в кружевах. Назвали ее Элизабет. Джон Грей, поправляя свой расшитый золотом камзол и глядя на девочку, наверняка философски произнес: «Ну что ж, первый блин девочкой. Ну ничего, мы молоды, мы красивы, у нас все впереди, будут еще и сыновья».
Ох, Джон, если бы ты только знал, как ошибаешься. Проходит всего 1 год. 1505. Джон Грей, молодой, богатый, один из самых влиятельных людей при дворе, которому прочили великое будущее, внезапно умирает. Друзья мои, представьте масштаб этого капеца. Человеку всего 24 года. В этом возрасте сейчас только начинают задумываться о жизни. А Джон уже успел собрать все титулы, жениться на дочке герцога и покинуть этот бренный мир. И вот тут вся Англия замерла. Почему? Потому что Джон Грей совершил главную ошибку аристократа того времени. Он умер, не оставив после себя наследника мужского пола. А вот теперь посмотрите на эту крохотную Элизабет Грей. Вчера она была просто дочкой виконта, а сегодня она стала девочкой с большой буквы, единственной наследницей гигантского состояния Грей-Лайлов и внучкой великих Говардов. Титул – она баронесса Лайл по собственному праву. Земли, все те поместья, замки и леса, о которых мы говорили, теперь юридически принадлежат этому младенцу в колыбели. Статус. Она стала сиротой-наследницей, а в XVI веке это означало, что за право стать ее опекуном и, соответственно, распоряжаться ее деньгами, при дворе могла начаться настоящая драка. Это был настоящий золотой билет в шоколадной обертке английской истории. Маленькая Элизабет еще не умела ходить, а за ее спиной уже выстроилась очередь из желающих помочь ей управлять ее миллионами. А теперь о главном. В те времена существовал суровый и очень прибыльный закон. Если знатный отец умирал, оставляя после себя несовершеннолетнего ребенка, этот ребенок со всеми его землями, замками и сундуками переходил под опеку короны. Но давайте сразу договоримся. Не представляете себе короля Генриха, который в перерывах между казнями и пирами меняет пеленки или греет молоко для младенца. Никакого королевского детского сада при дворе не существовало. Король смотрел на такую сироту, как на ценный актив. И этот актив он начинал либо выгодно продавать, либо дарить своим любимчикам. Почему это было так круто? Да потому что опекун получал право распоряжаться всеми доходами ребенка, пока тот не вырастет. Но самое вкусное – это право на брак. Опекун мог выгодно продать невесту тому, кто больше заплатит, или оставить ее для своего сына, или для себя, чтобы забрать все наследство в семью. В 1505 году, когда отец нашей героини Джон Грей покинул этот мир, маленькая Элизабет, ей тогда не было и года, формально стала тем самым лотом для короля. Но в ее случае закон не сработал мгновенно, как гильотина. Почему? Потому что у нее была мать, Мюриэл Говард. А Говарды, как мы помним, это не та семья, у которой можно просто так забрать ребенка и ее миллионы. Мюриэл не стала долго носить вдовий чепец и тут же вышла замуж за Томаса Навита, человека, который был своим в доску при дворе. Поэтому первые 8 лет жизни Элизабет были тихими и счастливыми. Семья рядом, она росла в доме матери и отчима. Опека в тени, король Генрих VII, а потом и VIII не вмешивались. Зачем забирать ребенка у верных слуг, которые и так хорошо управляют землями? Девочка спокойно училась вышивать, играть на лютне и даже не подозревала, что на ее акции уже давно стоят печати в королевской канцелярии. Но, друзья мои, история Тюдоров была бы скучной, если бы все шло гладко. В 1512 году идиллия разлетается в щепки. Сначала случается то, что мы уже назвали проклятием той эпохи. Родильная горячка. Мать Элизабет умирает. Следом в морском бою погибает отчим. И вот теперь 8-летняя Элизабет Грей остается абсолютной сиротой. И вот тут-то закон об опеке срабатывает на полную мощь. Девочка мгновенно превращается в бесхозный бриллиант в 100 карат, лежащий прямо посреди улицы. Представьте себе этот момент. Говарды в трауре, родители в могиле, а в королевском дворце на доске объявлений появляется самый горячий лот года.
богатая наследница Лайлов. В комплекте титул, земли, замки. Ищет нового хозяина. Ну, и как вы думаете, кому наш щедрый Генрих VIII отдал этот чудесный, пахнущий свежеотчеканенным золотом лот? Неужели какому-то скучному лорду из провинции? Конечно же нет. Право распоряжаться жизнью, судьбой и, самое главное, деньгами 8-летней сиротки Элизабет получает наш главный специалист по чужим сундукам – Чарльз Брэндон. В 1512 году наш павлин официально становится опекуном. Чтобы вы понимали, девочку отдали ему с потрохами. Это не значит, что он раз в месяц присылал ей открытку. Нет, он просто забрал ее к себе домой. Представьте себе уютное домашнее гнездышко Брэндонов. Чарльз сидит в кресле, попивая эль, а вокруг бегают 3 девочки. Анна, его дочь, Мэри, его вторая дочь, и маленькая Элизабет, его золотой актив. И вот тут-то нашего Чарли посещает гениальная мысль. Так, девочка растет. Сундуки тяжелеют. Рано или поздно ее придется выдавать замуж. Это что же получается? Я ее кормил, пеленки стирал, образно. А потом придет какой-то левый парень и заберет все ее замки и титулы? Ну уж нет. Зачем отдавать ключи от сейфа постороннему, если можно оставить их в собственном кармане? Решение пришло само собой. Я уже к ней привык. Девочка тихая, к моим павлиньим замашкам приученная. Воспитаю ее, как положено, под себя, и будет у меня идеальная жена с приданным, от которого у всего двора слюнки потекут. И вот в 1513 году разыгрывается сцена, от которой современный юрист упал бы в обморок. Жених, 29 лет, Чарльз Брэндон, атлет, красавец и опытный охотник за наследством. Невеста, 9-летняя Элизабет Грей, которая, скорее всего, в этот момент еще играла в куклы с его родными дочерьми. Чарльз официально объявляет о помолвке. Теперь он не просто папочка-опекун, он официальный жених. Он буквально растит себе жену в домашних условиях, как редкую орхидею, которая должна расцвести золотыми монетами. Ну а теперь самое вкусное в этой истории. Наш Чарльз Брэндон был парнем дальновидным. Он понимал, у маленькой Элизабет Грей в приданном не только сундуки с золотом, хотя они, безусловно, грели его душу, но и роскошный древний титул. А титул нашему Брэндону хотелось иметь просто до дрожи в коленях. Но вот незадача. Чтобы стать официальным лордом Лайлом, нужно дождаться, пока девочка подрастет, потом на ней жениться. А это годы. Чтобы вы понимали масштаб этой наглости, давайте перенесемся в наши дни. Представьте, вы не сдавали на права, вы не умеете водить машину, у вас нет денег, но вы просто заходите в элитный автосалон, тыкаете пальцем в самый дорогой Феррари и говорите менеджеру: значит так, это моя машина. Я тут за ней присматриваю, пока настоящий владелец, которому сейчас 3 года, в садике ест кашу. Поэтому я на ней буду ездить, а вы везде запишите, что я чемпион Формулы-1. Итак, Брэндон идет к своему лучшему собутыльнику, Генриху VIII. Они, видимо, славно посидели. И Генрих, недолго думая, берет перо и записывает закон. 15 мая 1513 года свершилось чудо. Наш вчерашний павлин без титула официально стал виконтом Лайлом. Вы только вдумайтесь, он ей не муж, он ей не родственник, он просто опекун, который присматривает за ребенком. Девочка еще в куклы играет, до свадьбы еще как до луны. А в 16 веке, знаете ли, дожить до свадьбы – это целый квест. Но Чарльз уже вовсю щеголяет новым титулом. Он заседает в парламенте как лорд Лайл. Он подписывает бумаги как лорд Лайл. Учитесь, господа. Человек присвоил себе чужую жизнь, чужое имя и чужой статус просто на основании того, что он когда-нибудь, может быть, если все срастется, женится на 9-летнем ребенке.
Друзья мои, если вы на мгновение представили, что наш Чарльз, удочерив свою будущую жену, заперся в замке, надел домашние тапочки и сел у камина ждать, пока Элизабет Грей научится вышивать его инициалы, забудьте. На дворе 1513 год. Молодому Генриху VIII стало скучно сидеть в Лондоне. Ему захотелось славы, как у Ричарда львиное сердце. И Генрих провозглашает: идем на Францию. А что же Чарльз? Ну куда же Генрих без своего любимого бро? Чарльз поскакал следом, сверкая доспехами. Спешу вас успокоить. Я не буду мучить вас скучными лекциями о том, под каким углом стояли войска и сколько овса съели лошади. Мы здесь не для стратегии, мы здесь для драмы. В общем, результат. Англичане взяли 2 города – Перуан и Турне. Не сказать, чтобы они завоевали всю Францию, но для Генриха это был повод закатить пир на весь мир и объявить себя величайшим полководцем всех времен. Итак, война как бы официально закончилась. Города взяты, французы где-то там вдали зализывают раны, а Генрих и Чарльз сидят в захваченном Турне и думают: ну, воевать-то мы повоевали, а где же танцы, где прекрасные дамы, где возможность еще разок показать всем, какие мы классные в этих новых дублетах. И вот тут, друзья мои, на горизонте и появляется она. Прежде чем мы познакомим вас с ней, нам нужно совершить небольшое путешествие во времени. Представьте себе 11 век. Где-то в горах Швейцарии живет род графов. Жили они тихо, ни на что великое не претендовали. И построили себе дом. Назвали они его Ястребиный замок. Красиво, звучно, гордо. На немецком это название звучало как Габсбург. Прошло время. Буквы притерлись друг к другу. И получилось короткое и хлесткое Габсбург. Так название родового гнезда превратилось в фамилию, от которой спустя века будет дрожать вся Европа. Долгое время они были просто одними из многих. Но однажды их предка Рудольфа I выбрали королем Германии. Почему? Да потому, что другие князья думали: он тихий, небогатый, сидит себе в своем орлином гнезде, ястребином замке, мешать нам не будет. Ох, как же они ошибались! В то время главной силой в регионе был великий и ужасный чешский король Премысл Отокар II. Его называли Железным и Золотым, а женат он был, к слову, на нашей с вами княжне, но об этом в другой раз. Так вот, Отокар II был настолько богат и влиятелен, что Австрия была у него в кармане. Но Габсбурги уже тогда понимали, все хорошее должно принадлежать им. В 1278 году произошла знаменитая битва, где великий чешский король пал, а Рудольф Габсбург забрал Австрию себе и сделал ее своей вечной штаб-квартирой. С тех пор влияние этой семьи начало расползаться по карте мира, как чернила по мокрой бумаге. К моменту нашего повествования, началу XVI века, Габсбурги – это уже не просто семья. Это Microsoft, Apple и Google в одном флаконе. Они владеют землями, которые мы сегодня называем Австрией, Германией, Испанией, Нидерландами, частью Италии и даже кусками Америки. У них в кармане титул императора Священной Римской империи. Их фамилия произносится с придыханием, а их брачные контракты перекраивают границы стран лучше любых пушек. Да, друзья мои, они еще не дошли до той стадии, когда начнут жениться на собственных племянницах, тетушках, бабушках до такой степени, что их лица перестанут влезать в портретные рамы. В 1513 году это все еще очень красивые, умные и невероятно хваткие люди. Но дух «все должно остаться в семье» уже витал в воздухе. Императором Священной Римской империи был тогда Максимилиан I Габсбург, само собой. И была у него любимая дочь Маргарита Австрийская. Маргарита была
папиной принцессой в самом деловом смысле этого слова. Максимилиан видел в ней не просто наследницу, а своего лучшего заместителя. Она была умнее большинства его министров, и папа это знал. Правда, с личной жизнью у бедной Маргариты все шло, как бы это помягче сказать, наперекосяк. Она дважды выходила замуж, и оба раза это заканчивалось траурными маршами. Лот номер 1 – испанский наследник. Папа выдал ее за Хуана, сына той самой знаменитой Изабеллы Кастильской. Лот номер 2 – герцог Савойский. Маргарита попробовала еще раз, вышла за красавца Филиберта Савойского. Любовь, страсть, замки. Но через 3 года Филиберт попил холодной воды после охоты, простудился и тоже отправился к праотцам. Максимилиан посмотрел на это дело и решил, раз семьей не везет, пойдешь ты, дотя, в бизнес. Он пристроил доченьку в Брюссель командовать всеми Нидерландами. А это были самые богатые земли Европы, центр торговли и интриг. И Маргарита стала там полноценным правителем. Она издавала законы, вела переговоры с королями, воспитывала своего племянника, будущего великого императора Карла V. И вот представьте картину, 1513 год, в Брюсселе сидит эта невероятнейшая женщина, ей 33. Она вдова, она невероятно умна, она вице-президент всей Европы и вообще не настроена на романтику. И вот Генрих VIII, раздуваясь от гордости после взятия пары французских городов, решает, что пора заняться большой дипломатией. И он направляется в гости к Маргарите Австрийской. Генрих-то едет по делу, союзы подписывать, границы обсуждать. А за ним, как верная тень, только в 3 раза наряднее, скачет наш Чарльз Брэндон. Тогда все думали, сопровождение короля, верный рыцарь, массовка. Как же! Чтобы вы понимали масштаб безумия, давайте проведем параллель. Представьте себе овальный кабинет в Белом доме. Сидят президент США и вице-президент. Приехала делегация из Великобритании, премьер-министр с министрами. Обсуждают важные геополитические вопросы. И вот, в составе британской делегации стоит, скажем, главный менеджер по закупкам канцелярских принадлежностей для Министерства обороны. Повезло мужику, взяли с собой чай попить в Белом доме и селфи на фоне президентского кресла сделать. И вдруг этот менеджер по скрепкам, вместо того, чтобы стоять и молчать, начинает строить глазки президенту США. Подмигивает, улыбается, пытается флиртовать. Представили? У вас тоже глаза на лоб полезли, правда? У секретной службы автоматы на изготовку. У всех остальных полный когнитивный диссонанс. Так вот, друзья мои, именно это и произошло в XVI веке. Только роль президента США исполняла Маргарита Австрийская, а роль менеджера по закупкам наш Чарльз Брэндон. Итак, Маргарита, дочь императора, правительница богатейших земель, женщина, перед которой склоняли головы короли. Чарльз, сын обычного знаменосца. Да, он теперь виконт Лайл, но все при дворе знают, что этот титул на нем держится на честном слове и королевской дружбе, и вообще, это детский титул. Казалось бы, где ты, Чарли, и где она? Между ними не просто социальная лестница, между ними Марианская впадина. Любой нормальный человек стоял бы там, боясь лишний раз вздохнуть, чтобы не нарушить этикет. Но Чарльз Брэндон так не думал. Как только он увидел Маргариту, у него в голове что-то перемкнуло. Он вмиг забыл, что в Англии в его собственном доме растет его невеста Элизабет Грей, которую он официально забронировал и чьи деньги уже вовсю тратит. Он посмотрел на Маргариту и решил, а почему бы и нет, гулять-то гулять. Если я смог очаровать богатую тетушку Невилл, то почему бы мне не стать, зятем императора? Ребят, серьезно, хочется подойти к нему, встряхнуть за бархатные плечи и сказать: «Чарльз, успокойся. Ты куда лезешь? Это тебе не Маргарита Невилл, которую ты обвел вокруг пальца. Это Маргарита Австрийская. Она на завтрак ест таких, как ты, даже не запивает». Но нет.
Наш павлин распушил хвост так, что перья задевали люстры. Он начал строить глазки женщины, которая управляла половиной Европы. Представьте себе декорации. 1513 год. Огромный зал, сотни свечей, горы дичи и лучшие вина. За столом сидит Маргарита Австрийская. Эта женщина настоящий политический киборг. Она с детства в этой игре. Ее браки были скучными сделками, а вся ее жизнь – это бесконечные отчеты и управление Нидерландами. И тут перед ней возникает наш Чарльз Брэндон, молодой, дерзкий. Он ведет себя так, будто он не в гостях у дочери императора, а в любимом трактире. И знаете что? Маргарите это льстит. Она привыкла к сухим поклонам и протокольным фразам, а тут перед ней плохой парень из Англии, который строит ей глазки. И вот вдруг происходит то, от чего у всей Европы случился коллективный инфаркт. Чарльз хватает Маргариту за руку, за ту самую руку, которую короли целуют с трепетом, и просто срывает кольцо с ее пальца. Параллель для понимания. Представьте, что наш старый знакомый, менеджер по закупкам канцелярских скрепок, который случайно попал в овальный кабинет, прорывается через охрану к президенту, хватает его за руку, стаскивает кольцо, напяливает на собственный палец прямо под прицелом камер CNN и всех мировых СМИ. В наши дни на это смотрели бы, открыв рот от ужаса. Тогда на это смотрели точно так же. Маргарита была шокирована. Но это был тот самый шок, когда крышу сносит у обоих. Она лишь слабо пролепетала: «Милорд, это немыслимо, верните это немедленно». А наш наглец, любуясь кольцом на своем пальце, ответил с обезоруживающей улыбкой: «А что? Мне оно очень идет. Пожалуй, я его поношу». И что вы думаете? Она позволила. Она разрешила ему носить свое кольцо. Видимо, габсбургское сердце тоже иногда хочет простого человеческого безумия. А что же наши гости? Где же стража? Где гнев короля Англии? А Генрих VIII в это время сидит рядом, хохочет и подливает масло в огонь. Он ведет себя как типичный бро на вечеринке. Зачем это Генриху? Да он в восторге. Его лучший друг охмуряет самую влиятельную женщину Европы. Если Чарльз женится на Маргарите, Генрих получает идеальный союз с империей. Представьте двух молодых парней, которые дорвались до власти и решили, что им можно все. Этикет слышали, но решили не пользоваться. И в тот момент Чарльз Брэндон окончательно потерял границы реальности. Он всерьез решил, что он властелин мира. По всей Европе поползли шепотки. Вы слышали? Брэндон женится на Маргарите Австрийской. На секундочку, минутка истории. У Чарльза дома все еще живет 9-летняя Элизабет Грей, у которой он одолжил титул виконта Лайла. Но кто об этом помнит, когда на кону рука дочери императора? Однако сказка длилась недолго, потому что в игру вступил папа. И мы сейчас не про главу церкви, а про Максимилиана Габсбурга, императора Священной Римской империи. Когда до него дошли слухи о менеджере по скрепкам, который лапает его дочь за руки, в Вене запахло грозой. Максимилиан быстро объяснил всем участникам банкета, кто здесь Габсбург, а кто просто красиво одетый англичанин. Друзья мои, надеюсь, вы понимаете, если тут не соберется достаточно лайков, маркиз Пюре лично сообщит, куда следует, что это именно вы подсказали нашему менеджеру по скрепкам сдернуть кольцо с пальца президента прямо в овальном кабинете. А вы сами знаете, чем заканчиваются такие шутки. Представьте себе эту картину. 1513 год, Брюссель. По коридорам дворца, задрав нос, выше Альп расхаживает наш Чарльз. На его мизинце сверкает то самое украденное кольцо. Он не просто его носит, он им хвастается. А что же Маргарита? Друзья мои, она в этот момент явно витала в каких-то стратосферных облаках. Умнейшая женщина Европы, политик до мозга костей. И вдруг, честно говоря, поплыла. Видимо, ей так надоели скучные дедушки-дипломаты, что этот наглый англичанин показался ей глотком свежего воздуха.
А может, ну ее эту политику, думала она. Выйду за Чарли, будем вместе по ярмаркам скакать, кольца у прохожих воровать, эль пить. Весело же. Но, как вы понимаете, этот праздник непослушания не мог длиться вечно. Мы же помним, что папа все узнал. Письмо прилетело быстро. Что там было написано? Ну, если переводить с императорского на человеческий, то примерно следующее. «Дочь, ты совсем кукухой поехала? Какой-то сын рыцаря, у которого даже титул ребенкинский, лапает тебя за руки и грабит на банкетах. Если это кольцо не вернется на базу, а этот павлин не свалит в свой туманный Лондон, оторву голову. Целую, папа». Отрезвление было мгновенным. «Ой, мамочки, то есть, ой, папочки, что же я творю?» Маргарита схватила перо и накатала отцу ответ, который до сих пор хранится в архивах как памятник женской хитрости. «Папочка, это все он, этот английский варвар, этот Брэндон, он сам напал, он буквально выломал мне пальцы и сорвал кольцо. Я была в таком шоке, что даже закричать не смогла. Я жертва английского гопничества, прости свою бедную напуганную дочь». Спустя 10 дней триумфа Чарльзу вежливо, но под прицелом очень длинных пик объяснили, что кольцо пора вернуть. Наш герой, скрипя зубами, снял трофей с мизинца. А Маргарита, она внезапно заболела и перестала его принимать. А Генриху VIII прозрачно намекнули: ветер сегодня попутный в сторону Англии, плывите, пока мы не передумали. Это было эпическое отбытие восвояси. Но, друзья мои, этот цирк не прошел бесследно. Для Маргариты это был жестокий урок. Леди на троне должна думать не сердцем, а головой. А для Брэндона? А для него это был лучший урок в жизни. Он понял главную истину. Принцессы тоже люди. У них тоже сносит крышу от дерзости. Их можно получить, их можно влюбить, их можно даже грабить. Главный вывод Чарли. Просто нужно смотреть, чтобы рядом не было злого папы-императора. Маргарита Австрийская больше никогда не влюблялась так безрассудно и уж тем более не выходила замуж. Она окончательно выбрала свой путь. Путь стальной вдовы и величайшего политика Европы. Именно она вырастила своего племянника, будущего императора Карла V. Она воспитала человека, который позже будет владеть империей, над которой никогда не заходит солнце. Маргарита железной рукой управляла самыми богатыми землями Европы, мирила королей и строила великолепные соборы. Она прожила по тем меркам долгую и насыщенную жизнь – 50 лет. Но смерть ее была такой же ироничной и суровой, как и ее девиз. Говорят, что в 1530 году Маргарита случайно наступила на осколок разбитого стеклянного кубка. В те времена медицина была бессильна перед гангреной, и великая правительница ушла из жизни из-за такой нелепой случайности. Она оставила после себя процветающие земли и память о женщине, которая могла переиграть любого мужчину. Возможно, в других роликах мы еще вернемся к ее великим делам и дамскому миру, но сегодня мы прощаемся с ней в Брюсселе. А наш ювелирный воришка Чарльз Брэндон сошел на английский берег, так и не солоно хлебавший. И великая габсбургская львица осталась в прошлом. А Чарльз вернулся к суровой реальности, к своей детсадовской невесте Элизабет Грей. Она все так же росла, все так же учила французские глаголы и, честно говоря, все меньше интересовала нашего героя, чей аппетит после встречи с дочерью императора вырос до небес. Но не успела английская знать обсудить его бельгийские гастроли, как случилось то, что заставило всю аристократию дружно раскрыть рты и забыть, как дышать. 1 февраля 1514 года в Лондоне произошло маленькое чудо или великое кощунство, это уж как посмотреть. Наш виконт на доверии вдруг, по мановению королевской руки, превратился в герцога Саффолка. Представьте себе уровень возмущения лордов. Это все равно, что наш менеджер по скрепкам, только что вернувшийся из овального кабинета с пустыми руками, вдруг получил бы пост вице-президента корпорации и личный самолет. Зачем Генрих это сделал? Ну, во-первых, Чарльз действительно умел красиво махать мечом на войне. Во-вторых, король его и правда любил. Но была и третья причина, самая важная.
Дело в том, что Генрих затеял грандиозный международный проект. Он решил выдать замуж свою любимую сестру за престарелого короля Франции. А сопровождать английскую принцессу в логово французских интриг не мог какой-то там виконт, чей титул взят в аренду. Тут нужен был статус, тут нужен был герцог, чтобы французы видели, а Англия прислала свою тяжелую артиллерию. Но какую именно принцессу предстояло вести нашему новоиспеченному герцогу? Давайте отмотаем время немного назад. 18 марта 1496 года в семье короля Генриха VII и его прекрасной жены Елизаветы Йоркской родилась девочка. Ее назвали Мария. Ну что, друзья, на этом делаем перерыв. Пока наш павлин везет чужую невесту во Франции, мы идем готовить парадные костюмы. Жду вас всех в субботу на королевской свадьбе. Не опоздайте.